Здрасте. Ну что, осень на дворе. Погодка отличная. Ни жарко, ни холодно. Само то для работы. Вот, нарезал оставшийся там у меня профнастил по размеру. Вот такой же вот остатки отсюда. И сейчас будем подшивать фронтон. Там самую верхушку. Свес фронтона. О, все, отмыли. Как новенький стал. О, чистенько. В общем, обшил только вот до этих стоек. Вот это и вот это вот. Чтобы дальше обшивать, нужно полностью покрасить дом. И потом постепенно уже будем откручивать, так как прикручено к этому, к свесу. Если сейчас открутить, потом будет страшно там лазить. Подшил, так это сразу другой вид. Получше встает, покрасивей. Сейчас надо вот эту доску отодрать на всю длину, там две доски, пополам ее поделить и вот так вот сюда одну и сюда потом одну приделать. А так, а то широко, у меня две доски тут было на всю эту широченная. И потом сюда закажем софиты и прикрутим их, приделаем. Все, подшивку сделал, чтобы прилепить туда софиты. Весь вечер промаялся вот с этими досочками. Доски долго отдирал. Они забиты так, а потом еще вот так сбоку. В общем, замаялся. Этот ремень-то на циркулярке я растянул. Все, она раскрутилась. Но сейчас что-то кнопочка не работает опять. Что за дела? То неладно, это неладно опять. Вот и поэтому пилой пилил доски-то. Так вот. Смотрите, что у меня тут. Вот. Запенил, заделал. Тут же у меня этот был крепеж на этой самой средней-то. Держалось это. Вот сейчас убрал в последнюю очередь. Сейчас надо это заделать. Иначе шатается, страшновато. Вот когда дом покрасим, вот эти вот открутим. И потом пойдем вот это обшивать свес.
Над окном замазали. Отлично. Еще вчера было плюс 30, а сегодня я уже в шапке. Вот трындец, а. О, грибочек. Надо посмотреть, сколько у меня железа. Собрать все в кучу, наковырять. Вон там еще валяется. Посмотреть. Фух, снова жарко. Вот это кровельное железо под дождем уже превращается в труху. Так что его туда же. Итого у нас получается 238 килограмм. Это 4000 рублей. Зачем мне этот металлолом? Циркулярка сломалась. Там перегорела эта кнопочка. Кнопки включения, выключения, в общем. Нужно покупать новую кнопочку. Ну, кнопочку-то я куплю. Но это не для этого. Я хочу еще запасной вариант. Это ручная дисковая пила. Покупать что-то маломощное нет смысла там на 1200 ватт. Нужно сразу 1600 хотя бы. А для этого нужно еще столько же металлолома. Еще 250 килограмм. Где-то нужно нарыть. Вот такая кучка. И нужно еще столько же. Вроде я в прошлом году или когда-ли сдал полтонны. И еще откуда-то насобиралось. Ну хорошо же, если когда насобиривается-то. У меня же еще всякого алюминия много. Может его еще подсобрать. Провода, да чё да. Вот здесь у меня в конюшне-то целый клондайк цветмета. Но его нужно перебирать, разбирать, да чё да.
Ну вот и до пруда руки дошли. Скосил все кругом. Сразу другой вид. Не правда ли? Отлично. А то, что утяткам прятаться негде будет, так утятки уже выросли давно, летают. Так что нечего им прятаться. Вон у них там домик есть. О, ребята, это трындец. Шершни. Домик шершней. Полметра, наверное. Длина домика. Обалдеть. Которых я выгнал, они тут в гараже поселились. Вот так вот, ребята. Это кто? Бабушка? Бабушка Няша? Все, закончил наконец-то. Целый день отмывал эти окна, отливы, грунтовка, штукатурка на этих отливах. Замаялся, короче. Но теперь все чистенько. В общем, нарочно заранее отмыл перед покраской, чтобы потом новую красочку не портить. Ну, потом, конечно, еще раз протрем. Вот так вот. Вынимаем алюминий из оплетки. Вот почти все растрепал. И тут вот такие вот цветастые, красивенькие провода. Оставлю, куда-нибудь пригодится. А так, если сдавать, тут меньше килограмма. Что это ерунда. Даже 100 рублей не будет. А я-то думал, как я буду этот алюминий из оплетки доставать. Чик, чик, и все, готово. Лайфхак, ребята, отличный. Обжигание на костре не пойдет. Вы испортите алюминий. Надрезать канцелярским ножом — это вдвойне дольше. Это не вариант. Ну и ну, столько времени убил на эти провода. Давайте посмотрим, сколько получилось. 1,5 кг. Трындец.
Короче, шкурка выделки не стоит. Лучше бы пошел в огород, там металлолома накопал бы. Больше бы вышло. Следующий день. Продолжаем собирать на дисковую пилу. Разбираем алюминий. Вернее, разбираем 3 советские пилы дружбы. Так, ну что, целый день вот без обеда ковырялся, разбирал, колотил, долбил. Вот какая кучка получилась. Сейчас взвесим и посмотрим, на что у нас выйдет. Ну что, получилось у нас 3 мешочка и еще один пакетик. И это у нас вышло 19,5 килограмм алюминия. И еще получилось целая ведерко чермета. Обалдеть. Мелочь, а вес-то добавляется, прибавляется. Итого 4233 плюс 1950. Получается 6183 рубля. Ну это примерно. Еще не хватает где-то 2000 рублей на циркулярную пилу. Придется брать металлоискатель и идти в огород копать. Выкапывать деньги. Вот так вот. А кто также хочет выкапывать вот столько же деньги из огорода, вот, очень недорогой металлоискатель. Ссылка в описании. Отличный искатель. Ну чё, на этом все новости на сегодня. Пиши комментарий, ставь лайк. Всем пока, до свидания.